Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. И сегодня у нас обзор новой китайской ветки тяжелых танков десятка БЗ-75. Вот, БЗ-75. Сегодня у нас полноценный гайд-обзор по этой машине. Посмотрим, что нас ждет впереди. Это супер тест, да, и, соответственно, единственное, что мы сегодня с вами только не сможем посмотреть бронирование этой машины, потому что на танке GG еще нет collision модель на эту тачку, поэтому давайте начнем с пушки, да, изучаем орудие на этой машине. У нас установлено 152 миллиметра, да, вот, просто сумасшедший дрын, альфа 650. Вот, на фугасе 840. Бронепробитие основным снарядом 258, голдой, а это кумулятивный снаряд 319, на фугасе 90. Заряжается пушка 17 секунд, вот, на стоке. Вот, разброс 0,4, время сведения 2,7, вот, ДПМ 2300. И все это на стоке. Вот такое вот орудие. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую. В четвертом блоке притирку шестерни наведения, звукоизоляцию в пятом. Вторым слотом я выбрал на подвижность, мобильность вторым слотом. В седьмом слоте я поставил демонтаж обшивки, что нам даст к максимальной скорости вперед. То есть я эту машину делаю более подвижной, потому что ракетные двигатели, они еще, так сказать, имеют свое... иногда кончаться, вот, да, поэтому подвижность будет не лишней. Ну и разброс при горизонтальном наведении в скорость поворота башни я добавил здесь. Что касаемо оборудования, первая сборка вот такая, то есть всегда обязательно в этом танке должен быть досылатель. Этому дрыну просто необходим стаб. И, конечно же, ставим закалку. Можно вместо закалки, кому очень хочется еще большей подвижности, ставить сюда, конечно же, турбину. Но стаб и досыл — это вещи, без которых эта тачка не играется. Вот, да, у нас здесь стоят вот ракетные двигатели. Вот, их всего 5 или 6, по-моему, что-то такое. Сейчас в бою посмотрим. Вот, второй сборкой, когда прокачаете полевую модернизацию, да, вообще по сути, ну можно и так даже, я собрал комплект для Прохоровки на всякий случай, то есть досыл у меня, как я говорю, всегда стоит, но вместо стаба я себе позволил поставить просветленку и вентилятор. Это чистая сборка для Прохоровки, если этот танк вдруг туда попадет. Вот, по снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, летит очень комфортная скорость полета 1150 метров в секунду. Голда у нас кумулятивный, летит 950, что в принципе-то тоже неплохо. По фугасам летит 860, но, честно говоря, они лежат там, не знаю, для арты даже этих снарядов будет, ББХи обычно достаточно. Поэтому, вероятно, надо будет вообще отказываться от фугаса. Либо кого-то, если выковыривать, так чуть-чуть пострелять, там, покритовать башню или еще что-то, можно держать. Ну, 3 я их оставил. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Автоматически желательно, я доп. Паёк засунул. Экипаж, 4 члена экипажа. Перки вы сейчас видите перед собой. Вот. По, значит, УВН. У нас здесь неплохой УВН, я считаю, все-таки, потому что минимально комфортный минус 7. А у нас минус 8. Вот, при такой сборке, нет, не при такой, давайте смотреть, вот при такой, да. Вот, у нас уже пушка заряжается 12,82, время сведения 2,3 секунды, разброс у нас 0,37, что очень даже неплохо. ДПМ вырос до 3050. По ХП у нас почти 3000 хп с закалкой 2890, что, ну, в принципе, неплохо. По мобильности 50, стоп. Вот, 37 вперед, 15 назад. Почему я и говорю, что вместо закалки можно поставить турбонагнетатель. У вас станет скорость 40
там 1, да, и назад у вас добавится плюс 2, будет 17. Да, у вас есть ракетные двигатели. Но когда они закончатся, а они могут закончиться, естественно, если там на позицию едете, занимаете, да, летите до упора, и потом в конце вас все будут обгонять, добивать врагов, а вы даже до них не успеете доехать. Поэтому турбонагнетатель вместо закалки, возможно, даже действительно лишним-то здесь не будет. Вот, как-то так. Мощность двигателя 800, удельная мощность обычная 12,6 лошадей на тонну. Ну незамен, что с вами тяжелый танк. Обзор 426 метров. Ну, можно сказать, стандарт. Что в целом можно сказать по плюсам и минусам этой машины, да? Тачка огромная, тут даже говорить нету, и это минус, будет легче выцеливать. По броне, в принципе, броня неплохая, в части башни особенно и верхней части ВЛД, нижняя послабее, за исключением вот этих вот мест. Но есть вот этот вот, ну, грубо говоря, щучий нос, он тоже крепкий, но уже более ослаблен, ниже вот эти детали и вот это верхнее. НЛД, конечно, дырявый, тут даже говорить нечего. Плюс вот эти два замечательных лючка, конечно, там есть броня, безусловно, но все равно это ослабленная зона на башне, куда, собственно, эту машину-то и пробивает. Вот, по броне такое. Она вроде есть, но и с другой стороны есть ослабленные зоны. Вот, по подвижности однозначный минус, по обзору, в принципе, плюс. Вот, ну как минус? Минус как есть, без ракетных двигателей подвижность. С ракетными двигателями это имба. Поэтому сейчас покатаем, давайте попробуем, посмотрим, на что это такое за БЗ-75, потестим его в бою. Погнали. Так, у нас обзор боем. Китайский тяжелый танк, новая ветка, да, БЗ-75, десяточка. Сейчас мы ее затестим. Посмотрите, сколько в игре этих десяточек напротив. Так, стоп. Вот. Так, напротив у нас аж 4, здесь у нас 5. Да, поедем мы со стабом, с закалкой. Поедем на воду. Не пробита броня. Есть пробитие. Да, в лючок ему надо набрасывать. Тогда все будет хорошо. Все, в ангар отправили. 1800 дали.
Вперед за дамагом. Не успели, не успели. Вот вам ракетные двигатели. Готов. Так, ну что, 2500 дали, но это очень мало для этого танка. Здесь у нас история про другое. Ракетных больше нет. Они просто закончились. Хорошо. 3300, да, 3300. Надо еще шотик выписать и все. И для этого танка это уже норма будет. Есть, все. Норма 4К для этого танка в рендоме будет прям отлично. Ну и все, их там уже добыли. Мы фуловые. Эх, ракетного нету. Так было бы замечательно. Маус у нас фуловый. Сейчас он их порвет. А, не убежал. Ладно, 4200 дали. Конечно, на этом танке знающие, умеющие игроки, я думаю, правильно применяя ракетный двигатель для ускорения, будут настреливать все и 5, и 6 тысяч. Потому что, ну, альфа просто, и как пушка заряжается просто. В сочетании с его теперь уже подвижностью, с новой механикой. Что тут, собственно, говорить? Кстати, первое место по урону заняли 3 фрага. 4200. Вот, пожалуйста, БЗ. 6600. БЗ 3. БЗ 2. Еще один на 3 у нас. 2400. Поэтому сделали лютую имбу, от которой у большинства танкистов просто будут гореть пердаки синим пламенем. Ребята, пишите свои комментарии, что вы думаете под видео про эту машину, вообще про эту ветку. Как вам, на первый взгляд, БЗ 75? Я думаю, ну это жесть. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Нас ждут вот такие вот лютые танки в рендоме. Так что ура! Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.